Организм, он поправляется, как правило, и это связано не с тем, сколько вы... Вообще человеческий организм, он, конечно, реагирует на питание. И, конечно же, можно сказать, что в большинстве своем человек меньше употребляет пищи и от этого худеет. Почему я это говорю? А ведь много есть людей, которые говорят, что ничего не ем и при этом поправляюсь. Ну, выводы, они такие у меня глобальные и не очень приятные. Я видел видео, где людей освобождали из концентрационных лагерей, там Дахау или Бухенвальд, и там не было ни одного полного или от голода имеющего большого размера человека. Да, действительно, рацион питания человека существенно влияет на его увеличение веса и так далее. И сюда относится, здесь прежде всего стоит говорить о общем метаболизме. Так у одного человека метаболизм ускорен. Из-за чего это происходит? Есть люди, более активно реагирующие на окружающий мир, более быстро запоминающие. Есть люди активно физически, активно эмоционально, активные, больше используют энергию. Есть оболочки, есть более активные митохондрии определенных отделов. Но в большинстве своем, в том мире, в котором мы живем, питание, по моему мнению, не играет особой роли в тот момент, когда поправляется человек. Конечно, мне можно верить, сказать, что я, или не верить, сказать, что я там какашка и так далее. Но я хочу сказать, что в нашем организме есть система, которая называется эндокринная. Эта эндокринная система, она регулирует процессы, которые происходят в нашем организме. И это половые гормоны, это гормоны поджелудочной железы, в том числе гастрин, и гормоны щитовидной железы. Ну и, конечно, психическая система. В случае, если с чего необходимо начинать? У вас есть задача, вы хотите похудеть. Первое, на что стоит обратить внимание, на длину сна. Дело в том, что человек худеет, когда он спит. Почему? Наш мозг для восстановления использует огромное количество калорий. Обычно во время сна человеческий организм за 6-7 часов расходует 2,5-3,5 и более килокалорий. В случае, если человек увеличивает сон даже на 30 минут, то на протяжении 1 года он может увеличить. А что мешает человеку спать, если он спит много? Возможно, вы храпите. Так, когда человек храпит, он не высыпается, и его сон сокращается. Тогда вопрос, что делать, чтобы человек не храпел? Для того, чтобы человек не храпел, есть такие системы, они называются CPAP. Это специальная маска с компрессором, которая покупается, они недорого стоят. Можно ее себе купить, использовать ее каждый вечер, привыкнуть в ней спать. И на протяжении года автоматически, если ваш муж храпит или вы храпите, начните одевать эту маску, сон улучшится, длина сна увеличится. И самое интересное, за счет такой маски человек худеет. То есть это проверено, но вот наверняка. Второе, циркадные ритмы, о которых я часто говорю. Нарушение циркадных ритмов человека часто приводит к увеличению веса. Это связано с... Когда вам вечером очень сильно хочется кушать, вы идете к холодильнику, ненавидя себя, знаете, у вас нарушен циркадный ритм. Вам в этот момент не хочется на самом деле кушать. Вам в этот момент необходимо спать. Почему? Тот допамин, который у вас образовался и находится в щели nucleus accumbens, именно этот допамин вам необходим для того, чтобы вы уже спали, а не возбуждались, потому что он способствует переходу с одного уровня сна на более глубокий уровень сна или переключение с одной волны на другую сна. И он вам его вам в бодрствующем состоянии, он вам не нужен, этот допамин. Именно поэтому в случае, если человек пропускает момент, когда он должен спать, и в этот момент выделяется дофамин, то этот дофамин стимулирует у человека аппетит, так как выделяется совместно он с гастрином, и пепсином, и декатализами и так далее. И все это может привести к тому, что у вас появляется аппетит, и вы ничего не сможете с этим сделать. Вы пропустили время сна. Что необходимо знать? Необходимо знать, что если вы поставили задачу себе худеть, то вы должны прежде всего успокоиться. Сейчас я расскажу, как это сделать. Второе, начать спать или ложиться спать раньше. Это прям обязательное условие. При этом перед сном не истощать свою нервную систему, принимать препарат, который называется, как же он называется?
принимать любой препарат, который может стимулировать засыпание. В моей компании это, не помню, сейчас вспомню, скажу. И сейчас я посмотрю. Ага, препарат у нас называется Соник, я забыл. Препарат у нас называется Соник, который стимулирует сон. И мелатонин. Мелатонин можно принимать не обязательно, и препарат Соник. Мелатонин восстанавливает циркадные ритмы, Соник восстанавливает глубину и длину сна. При этом в случае, если у вас есть храп, одевайте маску такую. Следующее. Обратите внимание на щитовидную железу. В случае, если у вас большой подбородок висячий, в случае, если у вас большие плечи или большие жировые, наверное, отложения в верхней части вашего тела, то я рекомендую использовать дополнительно любые препараты для щитовидной железы, не обязательно йод содержащие, это могут быть мой препарат тератозин, а еще лучше препарат с высоким содержанием йода. К таким препаратам относится у нас препарат йод и препарат в таблетках называется калия-йодид или пикалинат йода, или можно спросить у оператора. И такие препараты йода, от них очень худеешь. Не обязательно принимать йод, селен и так далее. Такие препараты не обязательно принимать нашей компании. Можно найти любые другие препараты, которые продаются в аптечной сети, и принимать такие препараты. Следующее, пикалинат хрома, который вы приобрели правильно. Не забывайте еще и о L-карнитине. L-карнитин, от него очень эффективно худеешь. И, конечно же, для женщин это препараты, стимулирующие мочеполовую систему и стимулирующие гормоны мочеполовые. Есть один общий препарат, который стимулирует как выделение тестостерона, так и улучшение выделения прогестерона, эстрадиола. Это препарат, который называется Трибулус в нашей компании. По одной таблетке 2 раза в день. Или второй Мускус. По одной чайной ложке на стакан воды 1 или даже 2 раза в день. Итак, давайте пересчитаем еще раз данные препараты и послушаем рекомендацию. Итак, прежде всего, спать дольше, ложиться раньше. Принимать препараты мелатонин, низкую дозировку, 1 таблетка за 1 час до сна. Принимать перед самым сном 1 или 2 таблетки препарата Соник, рассасывая их. Принимать любой успокаивающий препарат. Кстати, успокаивающий препарат можно заменить препаратом Рутин, так как препарат Рутин имеет еще и успокаивающее действие, восстановит сосуды, уберет закрытые капилляры, высвободит высокий холестерин, который может находиться в спазмированных тонких сосудах, не приводя в дальнейшем к появлению бляшек в этих местах. Дальше препарат калия-йодид. В нашей компании он называется потасиум-йод. Можно самую высокую дозировку, только принимать 10 дней, потом 5 дней перерыв и еще раз 10 дней. Дальше пикалинат хрома и препарат Трибулус или Мускус. Также L-карнитин по 1 таблетке 2 раза в день. Я уверен, что применение таких препаратов в комплексе может очень эффективно помочь человеку похудеть. По поводу спорта тоже могу сказать. В случае, если вам спортом нельзя заниматься, но вы при этом хотите все-таки худеть, вы должны научиться дышать животом. Садитесь на улице, делайте глубокие вдохи и выдохи по 10-15 раз. 10-15 раз делаете глубокие вдохи и выдохи без задержки дыхания. Отдыхайте, засекайте время, делаете таких вдохов и выдохов на протяжении 1 раза, так, чтобы в сумме получилось 100 раз. Если делать такие вдохи и выдохи утром, в обед и вечером, то похудеете. Второй вариант. Перед каждым приемом пищи, когда вы будете садиться кушать, обязательно выпивайте 1-2 стакана теплой воды. Третье, вы должны знать, существует определенная теория, она озвучена в китайской книге, которая называется 8 оборотов парчи, как-то так.
И там ученик учителя спрашивает, каким образом можно худеть, не используя утомительные упражнения там, и все остальное. Он говорит, наш организм, он любит разнообразие. И в случае, если и там рассказывает историю о том, что даже в случае, если человек использует монодиету и принимает один или два вида питания, то организм в дальнейшем от одного и того же питания начинает болеть и не хочет больше этим питаться. Он говорит, что организму надоедает. И говорит, что организм не использует в дальнейшем такую пищу, потому что она ему не нравится, и необходимо ее изменить. И вот там он как раз предложил 3 вида пищи, за счет которой худеют. Какая это пища? Это каша. Какая каша? Это смешной рецепт, но от него действительно худеешь. Я в свое время использовал разные каши, так как я до конца не знал, какую вторую кашу он там, о какой второй каше он говорил. Я так предполагаю, что это все-таки было кукурузное. Но я кукурузную не люблю кашу, поэтому я использовал рисово-гречневую. Я варил отдельно рис и варил отдельно гречку, смешивал эти 2 каши. И каждый день, перед тем, как есть суп или перед тем, как есть что-либо, я съедал от 2 до 5 ложек вот такой каши. Также на протяжении дня выпивал вот такую воду. Также делал такой вид дыхания. Также принимал на протяжении дня, но только не вечером, а на протяжении дня, зеленый чай, вьетнамский обычный, порох. Покупал прямо вьетнамский чай, заваривал его, и когда допивал один чай, наливал воду еще раз, и заливал, и пил еще раз. И могу сказать, что это мега и очень быстрая, эффективная система, которая помогает человеку похудеть. В это время можете питаться чем хотите. Это на самом деле не имеет никакого значения. Если сон увеличенный, в случае, если вы кушаете такие каши, в случае, если вы пьете на протяжении дня чай, не нужно панически и нервно бояться за то, что вы там съели или не съели. Аппетит стабилизируется, желания такого огромного кушать нет. В случае, если нет никаких тяжелейших эндокринологических или психических расстройств, то такая диета человеку предельно помогает. Поэтому можете попробовать, рекомендую. Также мной был разработан препарат, который называется жир-стресс. Он действительно эффективный, от него можно худеть, но хочу сказать, что он более нацелен на улучшение психической деятельности и более действует как препарат, при помощи которого купируется особенное и страстное желание есть. То есть в случае, если человек не может контролировать, видимо, глюкоза очень падает, и человек просто вынужден кушать в этот момент, то применение такого препарата со временем приводит к тому, что у человека улучшается, появляется степенность к пище, и он уже не хочет так много кушать, в случае есть, то не хочет объедаться. Ну вот так это все устроено, великолепный препарат. Сейчас время, когда появились на деревьях орешки, на грецких орехах появились вот эти зародыши орехов, это в тех регионах, где тепло. И как раз они сейчас небольшого размера, приблизительно как фасоль. И это время, когда можно съесть или проглотить 7 орешков. Считается, что это тоже там было написано в этой книге, что если проглотить 7 орешков, то на протяжении года не будет болеть ни нос, ни рот, ни глотка. И я согласен с этим, это действительно уникальный такой способ, можете пробовать это использовать.